Всем привет! Сегодня приготовим серый хлеб в обыкновенной домашней духовке. Ну и для начала берем глубокую тарелку, в нее мы отправляем примерно 15 грамм живых дрожжей. Если вы будете использовать сухие, понадобится 8 грамм. Как вы видите, дрожжи я хорошо разминаю. К дрожжам нужно добавить 1 чайную ложку сахара, это для того, чтобы они лучше и быстрее заработали. Затем в эту же тарелку вливаем 1,5 стакана теплой кипяченой воды. Вода должна быть примерно 30-35 градусов. Берем ложку, либо же венчик, кому чем удобнее, и очень хорошо все перемешиваем в воде. Дрожжи с сахаром должны полностью раствориться. Отставляем дрожжи в сторонку, берем еще одну глубокую тарелку. И в эту тарелку нам нужно будет просеять 400 грамм муки высший сорт. И в эту же тарелку с мукой нам понадобится еще просеять 200 грамм ржаной муки. Затем в тарелку с мукой добавляем 1,5 чайные ложки соли. Далее берем ложку и очень хорошо всю муку с солью перемешиваем до однородного состояния. Нужно сделать так, чтобы ржаная мука с белой мукой очень хорошо размешалась. В тарелку, там где были дрожжи, они начали уже немножко работать, мы отправляем 50 грамм подсолнечного масла, любого. Я обычно добавляю рафинированное без запаха. Затем берем ложку, еще раз очень хорошо все перемешиваем и вот в таком вот положении оставляем все на 15-20 минут. Через 20 минут еще раз очень хорошо все перемешиваем и затем полностью всю муку отправляем в тарелку к дрожжам. После того, как вы отправите всю муку в тарелку, вначале нужно будет все хорошо перемешивать ложкой. Ну и после того, как уже ложкой будет мешать невозможно, не стесняемся и просто руками начинаем хорошо замешивать тесто. Смотрите, в тарелке нужно будет все вымешивать до тех пор, пока тесто перестанет прилипать к тарелке. Затем берем небольшое количество муки, присыпаем рабочую поверхность, и тесто нужно будет вымешивать на рабочей поверхности еще примерно минут 10-15. Где-то через 10-15 минут вы заметите, что ваше тесто стало как будто бы упругим. Вы его начинаете прижимать во время вымешивания, а оно как будто бы немножко пружинит. Все, дальше тесто можно уже будет не вымешивать. Затем из теста стараемся сделать один большой цельный такой шарик. Берем ту же тарелку, что мы вымешивали тесто, ее мыть не нужно было. Добавляем небольшое количество подсолнечного масла в тарелку. Хорошо его размазываем по дну тарелки и немножко по бортикам. Берем шарик теста и его тоже обмазываем немножко подсолнечным маслом. Укладываем все аккуратно, красиво в тарелку. Тарелку накрываем полотенцем и в таком положении оставляем ровно на час. Ждем, пока наше тесто подойдет. В это время в комнате у вас должно быть тепло. Через час снимаем полотенце и видим, что тесто увеличилось в объеме примерно в 2,5-3 раза. Это очень хорошо. Дальше, друзья, достаем аккуратно тесто из тарелки и вымешивать его уже мы не будем. Смотрите, мы берем вот так вот просто руками и стараемся его понемножку, так сказать, как будто бы разровнять, немножко увеличить его по площади. Дальше, друзья, сворачиваем вот это все вот таким вот, так сказать, рулетом. А затем этот рулет еще раз сворачиваем, так сказать, уже в шарик. Дальше, друзья, руками стараемся красиво, аккуратно вот так вот все сделать, как будто бы снежок, и немножко запечатать все швы. Старайтесь сделать так, чтобы нигде не было видно швов. Немножко руками вот так вот как будто бы подплюснуть, и вот эти вот все швы стараться опустить вниз, на дно. Смотрите, верхушка хлеба должна получиться как будто бы шарик, а вот те все швы, которые были, мы их спрятали на дно. Далее, друзья, я беру противень, застеленный пергаментной бумагой, присыпаю пергаментную бумагу мукой небольшим количеством и на эту муку укладываем шарик из теста. Еще раз все хорошо поправляем, чтобы все получилось красиво. Берем сито и небольшое количество муки, и верхушку хлеба нужно будет немножко посыпать мукой, просеянной через сито. Это для того, чтобы сейчас мы будем его накрывать полотенцем, полотенце не пристало к хлебу, ну и в самом конце хлеб получится в духовке более красивым. Ну и как я сказал, накрываем это все еще раз полотенцем и в таком положении оставляем все на 45 минут. Через 45 минут снимаем полотенце и видим, что наше тесто еще немного подросло. Ну и чтобы более хорошо был похожий на магазинный, я вот так вот ножом делаю 2 прореза. Но эти прорезы можно будет не делать. После этого отправляю тесто в разогретую духовку до 200 градусов ровно на 1 час. Смотрите, у меня духовка немножко старая, выпекать хлеб будет час, у меня это проверено. Но ваша духовка может либо больше, либо меньше выпекать. Все зависит от качества вашей духовки. Ну и вот посмотрите, через час вот такая вот красота у меня получилась.
Снимаем хлеб с противня, берем кисточку и обыкновенную воду, и вот так вот верхушку хлеба нужно будет либо сбрызнуть, либо смазать кисточкой. Это для того, чтобы корочка стала более мягкой. Накрываем взбрызнутый хлеб водой полотенцем и оставляем его вот так вот примерно на 15-20 минут. Дадим ему немножко отдохнуть. Ну что ж, прошло еще некоторое время, хлебушек у нас еще теплый, и самое время посмотреть, каким же он получился. А получилось, друзья, все просто супер. Смотрите, когда нажимаем на хлебушек, он возвращается в свое положение. Это значит, что приготовился хлеб очень хорошо. Хлеб получился серым, каким его продают в магазине, и по вкусу, и по цвету. Точная копия магазинного хлеба. Единственное, что он приготовлен в домашних условиях и своими руками, а это намного круче. Ну что ж, друзья, пробуйте приготовить, я уверен, что у вас тоже все получится и будет очень вкусно. На этом у меня сегодня все. Если я сделал что-то не так или допустил какие-то ошибки, пожалуйста, пишите в комментариях, будем что-то исправлять. Ну а если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И до скорых встреч на канале Аппетитная кухня. Всем пока!